Вот вопросы, которые кажутся простыми опытным мастерам, но могут вызвать затруднения у начинающих. Как вести рез, чтобы он не уходил в сторону, как защитить поверхность стола, какие инструменты нужны, как удобнее резать кожу, положение тела мастера, направление реза, как удерживать кожу, чтобы она не тянулась за ножом. Сейчас я отвечу на все вопросы и покажу, как резать кожу на полосы, обходясь минимальным набором инструментов. Этот способ годится для нарезания полосок разной ширины, от совсем узких 3-4 мм, предназначенных для изготовления шнуров, до сколько нужно широких. Таким образом, можно резать кожу толщиной от 0,6 мм до толщины 4-5 мм. Максимальная толщина кожи зависит от ее жесткости и силы ваших рук. В этом видео вы узнаете, как нарезать кожу на один или несколько узких ремней, объединять небольшие детали в крупные блоки для удобства кроя, изготавливать оборотную подкладочную сторону ремня. Каждый мастер-кожевенник это знает и умеет. Я покажу, как я это делаю уже очень много лет. Итак, перейдем к практике. Это самое начало работы с кожей, но без этих навыков дальше будет очень сложно двигаться. Подготовим инструменты и материалы. Начнем с поверхности, на которой будем резать. Это может быть самозатягивающийся мат или пластиковая раскроенная плита. Если их нет, чтобы защитить поверхность стола, на первое время сгодится плотный картон или длинные обрезки линолеума. Что еще потребуется? Естественно, кожа. Макетный нож, серебряный стержень, узкогубцы, грузы 2-3 штуки, тяжеленькие, стальные линейки разных размеров, лучше с разметкой по обоим краям, 2-3 штуки. Для длинных ремней необходима метровая линейка. На обратную сторону советую приклеить полоски изоленты, чтобы линейка меньше скользила. Для изготовления двухсторонних ремней пригодятся хорошие мощные ножницы, шпатель для клея и клей, каучуковый эластик и, возможно, зажигалка. Сразу покажу, как правильно держать нож. Если держать нож как ручку, то кулаком и пальцами мы упираемся на стол, и на нож приходится только маленькая сила упора. Выполняя рез, мы двигаем кулаком по столу или по линейке и можем тянуть за собой кожу. Это неправильно. Правильно держать нож так, чтобы рука у нас была сверху. Указательный палец и вся рука находятся сверху ножа. И тогда, когда мы режем, вся сила руки у нас уходит в нож. При выполнении реза ни пальцами, ни рукой мы не касаемся стола, кожи, линейки. Со столом и с кожей соприкасается только резак. И вся сила уходит у нас в лезвие. И это правильно, это хорошо. Держим вот так. Я режу стоя, держу нож вот так вот и режу параллельно краю стола и параллельно себе. Приступим. Обламываю лезвие макетного ножа с помощью плоскогубцев. Резак должен быть очень острым. Чтобы выровнять край кожи, разложим ее так, чтобы самая длинная и самая прочная сторона по хребту была параллельно краю стола. Метровую стальную линейку кладем на кожу. Чаще всего линейку удобнее располагать на большей относительно линии разреза части кожи. Так мы удерживаем кожу от сдвигания. Чтобы разметить ширину полоски, пользуюсь второй, меньшей по длине линейкой с разметкой по обоим краям. Линейку кладу перпендикулярно уже обрезанному краю кожи. Намечаю ширину минимум 3-4 отметками, чтобы провести через них прямую линию. Располагаю линейку по отметкам и делаю разрез. Придавливаю линейку грузами и левой рукой.
протыкаю кожу или начинаю рез с самого края. Держу нож в правой рабочей руке, как показывала, надавливая на него сверху. На линейку я положила грузики и вдобавок придавливаю линейку к коже левой рукой, упираясь пальцами. Я удерживаю кожу, не даю ей сдвигаться. Если нужно, можно разместить сразу 2, 3, 4 ремня и нарезать их по тому же принципу. Я режу кожу стоя, так удобнее вести ровную линию. Левая рука, давя на линейку, двигается, перебирая пальцами. Нож в правой руке всегда напротив левой, двигается параллельно ей, скользя вдоль линейки и прижимаясь к линейке. Поэтому важно, чтобы линейка была хорошо придавлена, не двигалась. И важно, чтобы линейка была стальная, прочная. С деревянной или пластмассовой резак может снимать стружку и деформировать ее. Ведем рез до конца линейки. Если ее длины не хватает до полной длины ремня, то потом придется разрез продолжать. Если надо продлевать ремни, кожу и линейку передвигаю, ровно раскладываю и очень внимательно выравниваю линейку так, чтобы она стала продолжением линии разреза. Снова надо разметить ширину ремешков. Веду линию разреза параллельно длинной стороне стола и себе. Если разрезы будут идти навстречу друг другу, их трудно ровно состыковать, без боя линии и заусенцев. Всегда лучше продлевать разрез, продолжая его. Сейчас на видео я нарушаю то правило, в котором линейка лежит на большей части кожи. В данном случае это оправдано, так удобнее ровно продлевать разрез. Из большого куска кожи неудобно кроить маленькие детали. Если их несколько, лучше объединять детали в один фрагмент, отрезать эти объединенные блоки и потом уже разделять блоки на отдельные части. Дальше корректировать каждую выкройку индивидуально. Однажды подруга спросила меня, как у тебя получается вырезать две одинаковые полосы и так точно соединять их? У меня куча времени уходит на совмещение и выравнивание краев. Все очень просто. Я это делаю так. Если мне нужно сделать двухсторонний ремешок, то заднюю часть ремня я не крою отдельно. Нарезанные полосы приклеиваю на кожу, которая будет служить нижней стороной ремня. Если нужно, приклеиваю рядом несколько полосок, не разрезая на куски кожу нижней части. Намазываю клеем со стороны бахтармы и ремешки, и кожу, к которой приклеиваю. Соединяю, прострачиваю и потом вырезаю большими ножницами. Ножницы надо держать ровно, перпендикулярно коже. Режу впритык к срезу верхней полосы, касаясь его ножницами, но не захватывая лезвиями. Если оборотная сторона ремешков должна быть из этой же кожи, то можно приклеить лицевые полоски на более мягкую часть шкуры. По желанию фантазии, оборотную часть ремней, ручек можно делать другого цвета. Если надо сделать подкладку для ремня из толстой кожи, то приклеиваем заготовку ремня на тонкую подкладочную кожу. И также потом вырезаем, срезая лишнее. Остатки клея убираю каучуковым ластиком. Если ворс на урезе поднялся, срезаю его ножницами или опаливаю зажигалкой. Потом останется обработать края. Это можно сделать разными способами. В данном случае я воспользовалась краской карат. Эти ремешки я делала для сумочек под измерительные приборы. Вот как они выглядят в готовом изделии. Точно и ровно резать кожу
одно из самых первых умений начинающего мастера-кожевенника. Можно двигаться дальше и с практикой обрести необходимый навык правильно резать кожу на полоски, пользуясь только самыми простыми инструментами. И уже начинать делать первые изделия из кожи. Надеюсь, все понятно. У вас все получится. Если что, спрашивайте. Подписывайтесь. Лайки, комментарии приветствуются. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч!